Здорово, дорогие друзья, Монокат здесь, и снова мы возвращаемся к вам. Именно к вам, наши дорогие зрители, потому что именно из комментариев собран следующий топ, и он будет народным топом. Мы посмотрели, заглянули, значит, под видос с самыми тяжелыми рок-металл, так сказать, коллективами мира, и собрали группы из тех, что написали нам вы. Поэтому все претензии предъявляйте себе. Или тем людям, которые писали комментарии. Или тем людям, которые писали комментарии. Надеюсь, вы здесь, надеюсь, вы тоже смотрите, и надеюсь, вы увидите, как мы взяли ваш коллектив, который вы написали, в этот топ. Спасибо вам за лайк и подписку. Давайте поедем к 10-му месту. Все-таки прежде чем начать, я хочу сказать спасибо вам за мою сломанную психику. Мне пришлось проанализировать все те шедевральные группы, которые там иногда повторялись, большая часть, конечно, которые повторялись. Вот почему вот эту группу не поставили, потом там 10 комментариев прислал, опять же, эта группа встречается, я себе помечал, там составлял схемы, заговоры мировые, там надо фото. Да. В общем, подбивал статистику, потом начинал их слушать, потом начинал выпивать, потом реветь. Нет, скажу спасибо. Многие группы мне понравились, причем больше половины, которые все-таки в итоге включил в топ, но объективно оценить мне помогла все-таки статистика по прослушиванию на стриминговых платформах у этих групп. То есть там у кого-то там 1 миллион прослушиваний за месяц, у кого-то там 200 тысяч. Понятно, кто будет выше к первому месту, а кто будет в начале, скажем так, таблицы. По такому принципу ты составлял, все-таки да? и потому, что мне симпатизировало именно по моему восприятию, скажем так. Ясно. И по прослушиванию, и по восприятию, что больше было похоже на музыку. 10-е место. Last Days of Humanity. Известная голландская гор-грайнд группа, образованная в 89 году. По мне, то, что они играют, сложно назвать музыкой. Я честно прослушал всех участников. Этих же ребят мне захотелось... Этих же ребят. Да. Этих же ребят мне захотелось поскорее выключить. Жуть и отвращение. Вот какие чувства вызывает их мерзкий шум. Первые демо Last Days of Humanity были в стиле нойскор, но затем стиль сменился на гор-грайнд. А после того, как барабанщик Марк, владелец Клизма Рекордс, взял контроль над записями, группа заиграла экстремальную смесь гор-грайнда и нойскора. Кто разбирается? Парни-прогрессивщики, можно так сказать. Обложки альбомов представляют собой фотографии настоящих обезображенных трупов. Группа также имеет очень дурную славу из-за того, что распадается каждые 2-3 года, а потом снова оживает, к сожалению. Ныне группа снова активна. В одном из интервью, извлекающий изо рта звуки участник группы Эрвин Дэвид, вопрос журналистов, как у него это получается и вообще можно ли назвать это пением, ответил так: мы используем гитарные эффекты на вокале. Я обычно считаю это не вокалом, а что-то вроде одним из инструментов. Мне нравится такой звук. И на вопрос о серьезности и смысле существования изощренной группы были такие ответы. А кто говорит, что нужно быть серьезным? Ха-ха, смысл в том, что мы развлекаемся, сочиняя подобную музыку. При этом здорово, что многие люди слушают ее. Приятно видеть людей, которые бесятся перед сценой во время наших выступлений. Единственная концепция для нас — это жестокий гор-грайнд. Мы стараемся распространять ультрабыстрый кровавый грайнд среди таких же, как мы. Помогаем им веселиться. Вот такие веселые ребята открывают мой топ. Народный топ, да. Последний день человечества. Да, последний день человечества. Вот так вот, 10-е место Женьки, Last Days of Humanity. Поехали узнаем, кто у меня там на 10-м месте. Так вот, принцип составления моего топа. Я также залез в комментарии, также выписал группы, которые чаще всего появлялись в них, но я поставил эти группы от 10-го к 1-му месту именно по количеству упоминаний в комментариях. Чем чаще группу называют, тем она выше. Исходя из того, что, например, группу чаще называет народ, значит, она больше им нравится, значит, она должна быть выше. Вот такой вот у меня подход был. Мое 10-е место — группа под названием Dystopia.
Дистопия, значит, по-русски. Их творчество про реально ужасную повседневность. Бедность, зависимость, экологию, равенство, психические болезни и все, что может сжать сердце со всех сторон. Они не улыбаются, они играют и говорят правду в лицо обществу. Один фанат на Reddit написал про них следующее. Это вершина злой музыки. Чистая эмоция, а не жанровый подход. Вот так вот, без жанрового подхода их воспринимают люди. И знаете, в этом весь секрет их крепкого влияния. Это не просто тяжесть, это грязь, сарказм, сломанные колонки, но при этом невероятно честное по их меркам искусство. Все они себя искусством называют. Все искусства. Вот так, группа Дистопия или Дистопия. Дистопия, наверное, если это по-английски. А дистопия, если это по-русски. Вот так, на 10-м месте у меня эта группа находится. Знаешь такую группу? Нет. А ты? Я рад за тебя. А ты, видимо, знаешь раз. Ну, Last Day Humanity знаю. Поехали к 9 местам. 9 место. Devorment. Американская слэм-дэт метал группа из Техаса, образованная в 1995 году. Группа трижды распадалась и вновь воссоединялась в обновленном составе. Единственным постоянным членом коллектива оставался фронтмен и гитарист Рубен Россос. Кстати, основной причиной распада группы были его периодические попадания в тюрьму. Присядет, коллектив разбежится, выйдет, соберет новый состав. Романтика. Есть романтика в жизни воров. Если Это, знаешь, украл, сбежал от ментов. Браба джага-джага, ментов. Это как в «Джентльменах удачи». Украл, выпил в тюрьму. Это сыграл, выпил в тюрьму. Характерное звучание для группы. Быстрые и виртуозные барабанные дроби. Сильно перегруженные гитары с бетонно-слэмовыми рифами. А вокал — адский рык, опущенный на несколько октав ниже с помощью гармонайзера. За все время коллектив выпустил 5 студийных альбомов, которые широко известны в очень узких кругах. 9 место. Devorment. А твои круги узкие или широкие? Как это? И широко известно. Мои круги... Широко ли известны для общественности? Мои круги широко раздвинулись после составления этого топа. Понятно. В общем, твое 9 место — группа Devorment, да? Да. Ты тоже не знаешь эту группу? Нет. Поехали дальше. Я рад за тебя. Да. Мое 9 место. Прочитать или помочь? На моем 9 месте находится группа Disembodied Tyrant. Бестелесный титан, вот так она называется по-русски. Название звучит как приговор. Настолько, что уже хочется вручить этому проекту грамоту за самый страшный ник в истории метал-сообщества. Это симфонический дэткор, в котором оркестр и чудовищный грув тесно сплелись, чтобы выдать звуковой апокалипсис. Это не повторение базовой формулы дэткора, а симфоническая техноярость, где звуки режут пространство, а мелодии заставляют задуматься о многом, в том числе и о названии группы. Disembodied Tyrant. Вот такие вот сегодня у нас коллективы. Да, Пирожки собрались. много можно обсудить. Нет, на самом деле кругозор мой расширился вообще. Барабанные перепонки сжались в узелочек, такие маленькие. Перепонные барабанки. Да-да-да. Надо глотнуть освежающий кармадончик. Обращайтесь. Кармадон, пишите нам. Мы в гориллу уже не верим. Как говорится, раскидали кармадончик на троих. 8 место, дорогие друзья. Поехали к нему, узнаем, какой коллектив у Евгения оказался на 8 месте, какая достойная команда может представлять это самое 8 место В народном топе. самых тяжелых групп мира. Погнали. Да. Берзеркер. Да.
Австралийская музыкальная группа, сперва игравшая музыку в стилях граббер и спидкор, позднее перешедшая на Industrial Death Grind, возникла в 1995 году в Мельбурне. The Berserker впервые привлек внимание мирового метал-сообщества ремиксами песен Dayseed и Morbid Angel. Проект в то время состоял из одного участника, Люка Кенни, и выпускал исключительно электронную спидкор музыку. То есть интересная была история, он играл в тяжелых австралийских группах на барабанах, потом попал в аварию, и так как уже была проблема у него с координацией движений после аварии, он занялся сольным творчеством. Сначала электроник спидкор музыку делал, пел, а потом на него обратил внимание лейбл после вот этих вот произведений, если это можно назвать так, и подписал контракт. Он набрал себе музыкантов из своих знакомых из других групп, которыми играл. Занял там роль вокалиста, и в 2000 году вышел их дебютный альбом, который назывался The Berserker. Это стандартная практика. Получивший хорошие отзывы у любителей музыки потяжелее. Коллектив привлекал внимание своими омерзительными масками. Выступали в комбинезонах и даже не носили имен. Обезличенные монстры. За свою историю The Berserker выпустили 5 студийных альбомов и откатали несколько туров по Канаде, Австралии и США. В 2009 году коллектив распался из-за усталости. И вот так прокомментировал это сам Люк. За 14 лет музыкальная индустрия высосала мою страсть к экстремальной музыке до капли. На сцене я ощущал себя опустошенным, и в конце концов я не лучший кандидат на популярность. Мы сыграли последний концерт в Мельбурне на Хэллоуин, и все было потрясно. Отличная публика, отличное шоу, отличные отзывы. Вскоре после этого я переместился в более теплый климат и начал свою карьеру фотографа, снимая девочек в купальниках. Вскоре я начал работать на Fashion TV, а потом основал собственный журнал для iPhone и iPad Evoke. Главной разницей между The Berserker и журналом Evoke в том, что теперь я провожу время с красивыми женщинами, а не с потными мужиками. Вот предатель экстрим металла. Люк, ты предатель. Я твой отец. Не, я бы тоже, если между потными мужиками в масках там... Выбрал мужиков, да? И девочек в купальниках, я бы, конечно... Я бы выбрал потных мужиков в купальниках. Люк, я себя понимаю и поддерживаю. Берсеркер, так сказать. Берзеркер, да. Группа называется, и она у тебя на 8 месте. Поехали узнаем, кто у меня там на 8 месте. А кто у меня там может быть? На 8 месте располагается коллектив под названием Necrophagist. Это тот самый случай, когда дэт-метал звучит так, будто его придумали не просто музыканты, а инженеры, вооруженные чертежами, линейками и пару учебников по высшей математике. Их музыка — это не просто агрессивный набор звуков, это виртуозный спектакль, где каждая нота сыграна с хирургической точностью. Если обычно тяжелая музыка ассоциируется с хаосом и беспорядком, то Necrophagist — это как раз та группа, которая из хаоса пытается делать искусство. Конечно, назвать Necrophagist просто тяжелой группой — это почти оскорбление. Они не просто тяжелые, они дико сложные, техничные и почти пугающе точные в каждом своем рифе. Но именно за это все они и находятся тут, в вашем топе народных, самых тяжелых в мире метал-групп. И не только металл. И не только металл, потому что нойскор, гор-нойз, гор-грайнд сложно, конечно, называть музыкальной композицией. Тем более к такому великому слову, как металл. Мы читали комментарии и видели, что в комментариях написано, что это не самые тяжелые группы, которые были у нас в нашем ролике, но мы все-таки выбирали группы, которые играют музыку, в которых есть композиция, составляющая композиционная какая-то, есть какие-то определенные музыкальные ходы. Поскольку мы музыканты сами, мы любим слушать музыку. А не шум. Да. Ладно, поехали к нашим 7 местам. Вот, кстати, подходя к 7 месту, я назову первую группу, которая мне понравилась из ваших предложенных. Archspire. Это technical death metal коллектив из города Ванкувер,
Канада. Пройдя через многочисленные изменения, окончательный состав определился только к середине 2009 года. Сконцентрировавшись на быстрой, энергичной, техничной подаче своих живых шоу, Archspire делают упор на расширенном гитарном диапазоне и безладовом басу. В комплекте с просто сверхзвуковым вокалом, пулеметом и быстрым взрывным бластбитом Archspire сформировали свой собственный уникальный стиль и звучание. В 2019 году группа попала в заголовки технических новостей, когда дуэт программистов под названием Dadabots создал нейронную сеть для непрерывного генерирования техничного дэт-металла. То есть вот заморочились программисты, то есть и еще заставили помучиться, чтобы дэт-метал генерировать. А у меня возникла такая мысль. Если какая-то грайнд-группа, у которой, например, песни по 40 секунд или минуте. Да. Будет просто генерить в Суна свои альбомы. Ну, то есть... Кто-нибудь заметит разницу? Кто-нибудь заметит разницу? Для Суна там жеванный звук заметит. Ладно, поехали дальше. Для непрерывного генерирования техничного дэт-металла, которое обучалось на музыке Archspire. Dadabots также отметили, что музыка Archspire давала наиболее стабильные результаты и, по-видимому, из-за высокого темпа и техничной, машиноподобной природы песен. Сами Archspire также прокомментировали это явление в шутку, назвав себя роботами. За свою историю группа выпустила 4 альбома. Концерты играли преимущественно в странах Северной и Латинской Америки. Но, как говорят сами музыканты, они находятся в начале своего творческого пути, и все самое интересное еще впереди. Что удивительно, есть такие достаточно мелодичные вроде у них. Ладно, не буду пиздить. Хотя свою медаль ты давно уже заслужил. Наш уговор с вами совершенно в силе. 5000 лайков на одном ролике. И мы делаем медаль пола и вручаем каждому, кто ее заслуживает в каждом новом ролике. И, кстати, скажите нам, пожалуйста, как правильно произносится эта группа. Archspire, там Archspire, Archspire и так далее. Потому что я, например, не знаю правильное произношение этой группы. Умничать не буду. А давайте сейчас переедем к моему 7-му месту, да? Мое 7-е место. У меня на 7-м месте группа, которая тоже, естественно, взята из комментариев. Это же ваш топ, народный топ самых тяжелых групп. Эту группу я увидел в году, там, в каком-то 2005-м. Потому что мы с друзьями, так сказать, ходили в местный рок-бар после репетиций и вместе с моими разными любимыми группами, которые крутились на телевизорах, которые в этом рок-баре висели, а тогда это были там Хэллоуин, Стартовариус и так далее, всякие концерты. Была и эта группа, и ее концерт. Оттуда я ее узнал и знаю уже много лет. Эта группа называется «Катаклизм». Знаете, если название группы «Катаклизм» переводится как «катаклизм», то становится понятно, что нежной лирики и колыбельных там не найти даже случайно. Они прославились тем, что никогда не изменяли своему стилю. Мощно, агрессивно и с такой яростью, будто их попросили сыграть в последний раз перед апокалипсисом или перед катаклизмом. У них нет никаких полумер. Каждая песня — это либо ураган, либо цунами, либо все вместе. И при всем этом они умудряются звучать не просто шумно, а еще и очень качественно. Их музыка настолько четкая и убедительная, что после прослушивания хочется либо срочно пойти в спортзал, либо хотя бы уверенно посмотреть в глаза соседу, который снова жалуется на громкость. Вот так группа «Катаклизм» на моем 7-м месте находится, располагается и уверенно присутствует. Шестерочки. Да, шестерочки. Ну что? Шестерочки. Нет, это мы такие шестерочки. Да, тут, кстати, получается, что это мы такие шестерочки, потому что мы собрали, значит, у людей мнение. Ну что? Шестерочки. Мы к чему это все? Мы к тому это все, что сейчас будет 6-е место, и мы поедем именно к нему. Погнали. Группа, которая мне тоже понравилась. Так. Necrophagist.
В начале 92 года житель славного города Штутгарт Мухаммед Суичмес, коренной житель Штутгарта, организовал проект «Некрофагист», целью которого являлось скрещивание скоростного техничного дэт-металла с прогрессивной музыкой. Полноценный состав собрался только в 95 году. Музыканты выпустили демо под названием «Некрофагист», которое имело широкий резонанс и принесло команде известность в европейском металл-андеграунде. Дебютный альбом 1999 года «Onset of Putrefaction» и множественные концерты вывели коллектив в лидеры европейской дэт-метал сцены. Собрав кучу влияния разных стилей, Некрофагист стали образцом для подражания подрастающему поколению дэдстеров. Популярность группы значительно увеличилась, и музыкантов теперь приглашали к себе на разогрев даже монстры бруталок, такие как Cannibal Corpse и Napalm Death. Для творчества Некрофагист характерны жестокие тексты, использование исключительно гроула в качестве вокала, крайне сложные ударные партии с постоянно сбивающимся ритмом, бластбитом, а также затяжные, отличающиеся чрезвычайной техничностью и мелодичностью гитарные соло, что свидетельствует о высоком профессионализме музыкантов. В композициях со второго альбома группы можно найти заимствования у таких классических композиторов, как Прокофьев и Бетховен. К сожалению, из-за конфликтов с лейблом коллектив так и не выпустил свой третий альбом, который был обещан еще 15 лет назад. Вот такие вот Некрофагист. Ну, такие вот Некрофагист. Поехали узнаем, кто у меня там на 6-м месте. 6-е место у меня в списке самых тяжелых коллективов занимает музыкант, который, действительно народом проголосован, и это специально для тебя, большая белая акула, Юрий Лоза. Но мой плод. Уж очень часто упоминался в комментариях. Уж очень часто А ты... где Юрий Лоза? Какой нафиг металл топ, без Без Юрия Лозы, да, там любой. Ты под топом наших самых тяжелых групп комментариев 20 написал про Юрия Лозу. Вот тебе Юрий Лоза. Вот тебе справедливость. Но мой плод. Юрий Лоза, один из самых тяжелых для прослушивания музыкантов в мире. Причем не только его творчество, но и его речи. В принципе. Экспертные речи. Экспертные речи, да. Так вот, а теперь настоящее 6-е место, дорогие друзья. На моем 6-м месте находится группа Cryptopsy. Вот так вот она называется. Cryptopsy. Cryptopsy. Просто канадские безумцы. Вы когда-нибудь пробовали посчитать, сколько нот можно сыграть за 1 секунду? Вот и я не пробовал, пока не услышал их. После знакомства с ними кажется, что у музыкантов группы есть дополнительные пальцы, а барабанщик, видимо, мутировал и отрастил себе еще пару конечностей. Как тот самый принц Гора из Mortal Kombat. Эти ребята умеют сочетать брутальность с математической точностью. Они не просто агрессивны, они невероятно умны и... что удивляет, техничны. За это народ и поставил их на 6-е место. Видимо, за это, я так думаю. Потому что если музыка тяжелая, то пусть она будет не просто тяжелой, а умопомрачительно тяжелой и даже беспощадной. Юрий Лоза. Поехали, значит, к нашим 5-м местам, к середине нашего топа самых тяжелых коллективов. Народный топ. 5-е место. Dark Funeral. Темные похороны. Будем называть вещи по-русски. Шведская блэк-метал группа, основанная в 93 году. Дебютный альбом коллектив выпустил в 96 году и в поддержку отправился в свой первый большой тур по Европе – Satanic War Tour. В 97 году Dark Funeral поехали в свой первый тур по США. За все время коллектив выпустил 7 студийных альбомов и отыграли кучу концертов и фестивалей по Европе, США, Мексике, Бразилии и Японии. На всем протяжении творческого пути Dark Funeral была большая текучка музыкантов, но несмотря на это, группа продолжает существовать, радуя фанатов тяжеляка своими новыми произведениями. Самой большой потерей для коллектива был уход вокалиста Магуса Калигулы, который пел в ней 15
19 лет. Мужик решил обзавестись семьей, и жена поставила ему четкое условие: уходи из группы. Он ушел. Подкаблучник. А еще скримил, гроулил, как мужик настоящий, отказался каким-то подкаблучником. Единственным несменным участником коллектива является ее основатель, гитарист и главный автор Лорд Агримал. На сегодняшний день Dark Funeral — один из самых известных коллективов в своем жанре. Группа является коммерчески успешной, что раздражает фанатов Дэта, которые считают, что этот жанр должен быть аутентичным андеграундом для избранных. Играйте дальше, Дэт. Вот так вот. Завистники есть у группы. А мы пойдем к моему 5-му месту и узнаем, кто у меня там. Мое 5-е место. Тут у нас опять совпадение. Группа Devorment. Вот уж кто умеет сразу объяснить своим названием, что сейчас будет происходить поглощение. Но не стоит думать, что они будут поглощать ваши сердца и души мелодичными балладами. Нет, они сразу поглощают все хорошее настроение и оставляют после себя только низкие частоты и глубокие утробные звуки. Это брутальный дэт-метал в своей абсолютной форме. Если обычный дэт-метал — это тяжелая артиллерия, то эти чуваки — ядерный удар прямо по барабанным перепонкам. У них нет цели звучать красиво, у них есть цель убедиться, что после прослушивания их альбомов ваш мир никогда не будет прежним. Но так. Мой точно не был прежним. Я прослушал их альбом. Я изменился. И не уверен, что в лучшую сторону. Группа Devorment. Поехали к 4-м местам нашего с вами топа. Народный топ, 4-е место. Погнали. Криптопсай. Правильно назвал? Или Криптопси. Криптопси. Криптопси, наверное. Давай, я буду Криптопси по-французски. 4-е место. Криптопси. Канадская метал-группа из Монреаля, играющая в жанре техничный дэт-метал. На счету у группы 9 студийных альбомов. Год появления коллектива считается 92-м, после переименования из Necrosis и сменой барабанщика. Группа стала популярной среди фанатов тяжелой музыки в 98 году, благодаря выходу знакового альбома Viper Supremacy, продюсированного лейблом Century Media Records, одной из самых крупных компаний на то время, специализирующихся на тяжелом металле. Это позволило Криптопси выступать на нескольких континентах, включая Азию, Европу и Северную Америку. В Японии всего через 3 недели после релиза альбома было раскуплено 6 тысяч экземпляров, а общие продажи по всему миру превысили 50 тысяч экземпляров. Настоящий прорыв для техничного дэт-металла. Это очень хороший показатель считается. Андеграунда. Узкого круга. Среди музыкантов выделяется барабанщик Криптопси Фло Мунье, которого многие считают самым искусным барабанщиком дэт-металла, и лишь немногие другие барабанщики могут составить ему конкуренцию. Коллектив продолжает катать мировые туры и выпускать пластинки по сей день. В 2025 году фанаты получили новый альбом от Криптопси An Insatiable Violence. В общем, пожелаем ребятам удачи, барабанщику не ломающихся палочек, лучше пускай сразу металлические ставят. В руки прям. И успехов в личной жизни. Да, и успехов в личной жизни. И чтоб жена там не как у Калигулы. У Калигулы? Да, Магуса Калигулу, да. Из Dark Funeral там жена ему сказала: ты больше с этими ребятами не общайся. Криптопси звучит как будто кей-поп какой-то такой, знаешь. Какая-то девочка решит послушать кей-поп. Как BTS, да? Криптопси. Группа Криптопси, да. Кончен Ый, Панки Хой, да. Это привет, Саня Зубарев. Это он все перечислял. Криптопси у тебя, значит, 4-е место, да, занимает? Да. А поехали, узнаем, кто у меня там. Мое 4-е место занимает группа Decide. Что же отличает Decide от сотен других дэт-метал групп? Это невероятная убедительность в своих стремлениях, честность, с которой они делают свою музыку.
Конечно же. Здесь нет места иронии или компромиссам. С каждой песней Decide ты получаешь такую дозу концентрированного зла и ярости, что после прослушивания хочется срочно пересмотреть свои взгляды на жизнь и пойти позвонить кому-нибудь просто, чтобы убедиться, что мир все еще существует. Поэтому Decide заслуженно на 4 месте. Народ знает толк в настоящей тяжести, а эти чуваки — это просто тот самый эталон, на который равняются все любители настолько тяжелой музыки. Насколько? Сколько надо? Насколько надо. Сколько вешать в граммах? Сколько вешать в граммах? Реклама из 90-х, если вы не поняли. Ну что, троечка народным победителям? Троечка народным победителям. Чисто троечку по русскому языку сейчас Да я тебе говорю, моя жизнь показал. изменилась. Моя психика сломалась после вот этих Ты даже прослушиваний. разговаривать Дар речи. Да. Вообще дар речи потерял, блин. забыл родную речь. Вот что делает народ и народный топ из комментариев с нашими ранее, как говорится, уважаемыми и любимыми людьми, да, которые ранее были адекватными. Сейчас я этого сказать про него не могу. Но тем не менее, я должен это сделать. Назови свое 3 место. Suffocation. Известная американская дэт-метал группа, образованная в 1989 году, является одной из ведущих групп в своем жанре. За свою карьеру Suffocation выпустили 9 студийных альбомов. Стиль группы Suffocation формировался под большим влиянием грайндкора. Группа использует очень низкий гортанный вокал, быстрые и сложные гитарные рифы, совмещая их с техничными партиями ударных и тяжелой смысловой нагрузкой текстов и пониженным строем. Коллектив оказал большое влияние на развитие такого поджанра, как дэткор. Последние 15 лет коллектив плотно сотрудничает с Nuclear Blast. Лейбл помогает с раскруткой релизов и организацией мировых туров. Без конфликтов внутри коллектива тоже не обходится. Так, в 2012 году во время мирового тура от группы откололось 2 музыканта, а один из концертов запланирован был в Москве. И ребята приняли решение не расстраивать своих фанатов. Быстро подыскали музыкантов из знаменитых групп, схожих по жанру, и отыграли тур с немного урезанной программой. Suffocation считается отцами, первопроходцами в своем направлении тяжелой музыки. Достойное место в народном топе. Группа, так сказать, которая посреди тура меняла весь состав, да? 2 музыкантов. 2 музыкантов. Поехали, узнаем, кто у меня на 3 месте. Бронзовая медаль, 3 место. И здесь расположен Юрий Лоза. Ладно, нет, шучу. Киркоров, Лебасков. The Last Days of Humanity. Это же народный топ. А народ чаще про них писал, поэтому я их поставил сюда. Группа с названием, которое уже само по себе звучит как «Отличная новость». Последние дни человечества. Это грайндкор и горграйнд в максимально чистом, а точнее грязном виде. Здесь нет мелодий, припевов, красивых соло. Здесь есть бесконечная мясорубка, после которой даже дэт-металлисты начинают осторожно просить сделать потише. Группа известна тем, что их песни редко превышают минуту в длину. И это, поверьте, не случайно. Просто слушатели дольше минуты обычно не выдерживают. Названия треков настолько живописны, что даже не стоит их переводить. Одним словом, ребята точно знают, как сделать так, чтобы даже самые брутальные слушатели поняли, что в мире всегда есть что-то тяжелее. Вот такие дела. Потрясающий коллектив. Включил я, послушал пару треков, 3 треков. 3 минуты, в общем-то говоря. Мне все, в принципе, стало понятно. Должен был ознакомиться с этим коллективом, просто потому, что его достаточно часто писали в комментариях. Потрясающая группа. Потрясающая. И потом мыл уши с мылом и выпил 0,7 Ягермастера. Произвело на меня неизгладимое впечатление. Но я, в принципе, уже... Зачем вы их так часто упоминали в комментариях?
Я поставил в топ, честно поставил, но это было очень жестоко с вашей стороны. Не надо так поступать с людьми. А как поступать с людьми надо, мы узнаем в следующем нашем, как говорится, месте, которое будет серебряным, то есть вторым. Поехали ко вторым местам. И на втором месте находится коллектив, заслуженно находится на втором месте, Так. который мне симпатизирует. Мне симпатизирует, да. То есть не я им симпатизирую. Короче, который мне нравится. Они у тебя еще логическое мышление нарушили. Катаклизм. Канадская дэт-метал группа, образованная в 91 году. Основатель, басист Маурицио Иаконо 92 года бросил свой бас в угол и занял роль вокалиста. Группа создавала новую разновидность дэта, которую они сами обозвали Northern Hyperblast, то есть северный гипербласт, для тех, кто не понимает мой английский. Для всех. В начале творческой деятельности Катаклизм были известны как одна из самых быстрых и хаотичных групп. После 2015 года в творчестве Катаклизм заметны изменения в сторону грува и даже появление мелодичности. Дебютный альбом Sorcery вышел в 1995 году на лейбле Nuclear Blast, и коллектив отправился в свой первый большой тур по Европе, Канаде, США. Кстати, Катаклизм были первой тяжелой группой из Канады, выступившей в Мексике. За свою карьеру коллектив выпустил 15 студийных альбомов. Особенно хочется выделить альбомы 2000 и 2001 годов The Prophecy и Epic The Poetry of War, которые привлекли внимание фанатов тяжелой музыки по всему миру и получили хорошие отзывы от музыкальных критиков. 1998 год был самым тяжелым для коллектива, когда из-за проблем с лейблом группа осталась без финансирования и поддержки. Ушел барабанщик и вокалист, и Маурицио пришлось запеть самому, на что он заявлял: «Я и не думал, что это так тяжело быть вокалистом. Снимаю шляпу перед бывшим солистом». Вот так вот, когда басист запел. Когда басист снимает шляпу, это называется дикпик. Басистский. Басистский дикпик. Да. Но он там, кстати, так это... Хорошо поет. Мне в том плане разница практически незаметна. Да. В жанре. То есть сумел заменить вокалиста. Да. То есть тембральных нарушений там не возникло. Вокаловой музыки, да? Там вообще тембром-то и не пахнет. В общем, твое второе место — это группа Катаклизм. Катаклизм. Поехали узнаем, кто у меня на втором месте. Мое второе место. Вторая по популярности группа в комментариях под нашим топом тяжелых групп. Эта группа называется Dying Fetus. Эти чуваки играют дэт-метал на пределе человеческих возможностей. Скорость, агрессия, виртуозность — все на месте. Они умеют сочетать тотальную тяжесть с филигранной техникой и никогда не выбирали между тяжело и сложно. Они решили делать и то, и другое одновременно. В итоге получилась музыка, после которой хочется либо научиться играть на гитаре, либо срочно спрятать гитару подальше и никогда больше к ней не притрагиваться. Народ оценил их аж до второго места, и я это тоже поддерживаю. И мои соседи через стену, которым я вчера принудительно дал послушать их альбом, кажется, тоже впечатлились. По крайней мере, судя по стуку в стену, они проголосовали «за». А, то есть ты им через стену дал послушать? А не вот там подошел соседу через стену там. Нет. Здравствуйте, вы Нет, не слушаете нет. Dying Fetus? Послушайте. Нет, не так, а именно я из своей, а они в своей квартире. Короче, ты Своей из спальни. Да. своей застенки в соседнюю застенку. Да, все верно. Им понравилось, видимо. Слэм, судя по стуку, очень сильный. Dying Fetus, то есть умирающий фрукт. Ну, что-то так. Мое второе место. Дорогие друзья. Что ж, ты хочешь сказать по поводу того, чтобы переехать к первым местам, к победителям наших топов, к самым тяжелым группам в мире, по мнению людей? Dying Fetus далеко не ушел. Их дохера было в комментариях, и по прослушиваемости на стриминговых платформах они заняли первое место. То есть у тебя победитель группа Dying Fetus. Да, Dying Fetus.
Американская Technical Brutal Death Metal группа, основанная в 1991 году. Dying Fetus — одна из немногих death metal групп, использующих политическую тематику в своем творчестве. Звучание группы характеризуется наличием хардкоровых рифов и сложной техникой исполнения. Ранняя лирика группы была посвящена обычным для death metal групп темам насилия. Постоянные изменения состава привели к тому, что единственным членом группы из оригинального состава остался Джон Галлахер, гитарист и вокалист. Первый полноценный альбом вышел в 1996 году и был хорошо принят любителями тяжелой музыки. В нем проглядывается оригинальный стиль группы, двойная вокальная атака, сложные, но запоминающиеся песенные структуры и солидная техника игры. В поддержку альбома Dying Fetus сыграли свой первый североамериканский тур, проявив себя как техничная и интересная концертная команда. Диск Killing on Adrenaline, записанный в июле 1998 года, произвел фурор, мгновенно придав группе статус культа. Он до сих пор остается одним из эталонов стиля, совмещая в себе тяжесть брутал-дефа, неистовость грайнда и хардкора и высочайшую технику исполнения. Следующий тур стал самым большим на тот момент в истории группы. 9 недель, 52 даты, 12 стран, начиная с США и Испании и заканчивая Польшей и Бельгией. Однако фанаты коллектива считают лучший альбом Destroy the Opposition, разрушь оппозицию, вышедший в 2000 году. На этот раз Dying Fetus смогли довести свой стиль до абсолютного совершенства. Также стоит отметить сильную текстовую составляющую, основанную на четкой позиции группы по отношению к мейнстримовой музыке, системе западных ценностей и к проклятому капитализму. Всего ребята выпустили 9 студийных альбомов. Какой альбом у этой прекрасной команды считаете лучшим вы? Пишите в комментариях. Обязательно составим топ альбомов, когда они выпустят 10-й. Уж очень интересно. Какой альбом вы считаете лучший у Dying Fetus? Какой вы альбом считаете лучшим? Да, и мне еще интересно, какой альбом люди считают лучшим у Last Days of Humanity. Мне просто еще интересно, вот они там как поют, вообще люди хоть что-нибудь понимают, там их тексты, вот группу ценят за политические тексты, там за призывы там к свержению проклятого капитализма. Они вообще хоть что-нибудь понимают, что они там вручат? Там у них там 2 вокалиста, там двойной напор, прям перекрикивают друг друга. Прикольно. Вот так вот, твой победитель топа самых тяжелых групп. Не твой, в смысле, а... С моим подходом, народный. Да. А поехали к вашему первому месту. Поскольку следующая группа, которая заняла первое место в нашем с вами народном топе, была самой частой группой, которую вы писали в комментариях. Первое место занимает группа Morbid Angel. Если бы тяжесть была спортом, то эти ребята давно выступали бы на Олимпиаде и брали золото без допинга. Эти ребята с самого начала своей карьеры сделали все, чтобы звук был не просто тяжелым, а экстремальным настолько, что его слушатели проверяли колонки на целостность после каждого прослушивания. Они стали группой, которую боятся даже другие дэт-металлисты. Их музыка не просто тяжелая, она буквально весит пару тонн. При этом слушать ее легко и даже приятно. Ну, если, конечно, вам нравится подобное экстремальное направление в музыке. Поэтому народ в комментариях и выбрал именно их на первое место. Ведь в тяжелой музыке Morbid Angel — это культ, это эталон, это идеал. Самый жесткий удар в уши, который когда-либо происходил в истории металла. Ты можешь назвать это металлом? Металл на тебя обидится. Пусть не обижается, я извиняюсь перед всем металлом. Но тем не менее победитель моего народного топа, группа, которую чаще всего писали в комментариях люди. Вы. Спасибо вам большое, с вас лайк и подписка за этот топ, за ваш топ. Поаплодируйте сами себе обязательно, потому что это вы составили этот топ. Мы в нем немного только поучаствовали. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Пишите, что вы думаете по поводу мест расположенных, как мы их расставили, так сказать. Возможно, у вас какие-то будут другие варианты и предпочтения. Спасибо большое. Монокаст был здесь. До следующего ролика. И пока-пока.